Всем привет! Я рада вас приветствовать на моем канале Уютный мир игрушек Амигуруми. Меня зовут Катя. Сегодня будет вязовлог одного дня. Ну, если я дополню, то это также будет сегодня, в субботу и вечером. Но в целом планируется рассказать о своих готовых игрушках сейчас, то есть в этом видео, в этом кусочке. Так, ну что, давайте начнем. Я отправила заказ. Один, по-моему, я уже вам показывала его. И сейчас продолжаю вязать заказ, это который для Питера. Этот заказ полетит в Питер. Мне осталось связать буквально 2 игрушки и все. И одна игрушка в заготовках уже практически готова. Сегодня я хочу вам просто показать готовые результаты. Рассказать, может быть, о каких-то небольших планах и все. То есть никаких процессов в этом видео не будет. Так, ну что, здесь вот у меня огромная корзинка заказа, который скоро отправится. Здесь у меня дополнились новые игрушки. Я вам показывала уже изначально всяких стандартных зайчики, мишки, чебурашечки. Их я уже вам показывала и хочу вам показать, какие я еще успела связать. На днях у меня связались 2 ежика. Здесь я показываю пока игрушки без шарфика. В каждой игрушке будет свой шарфик. Вот, здесь мальчик и девочка. Ну, в принципе, вот так вот будет выглядеть. Я уже таких ежиков вязала для заказа. Вот попросили сделать еще мальчика и девочку. Это схемка обычной игрушки по одной схемке. Просто вы вяжете тело, голову. И я довязывала по кругу, вязывала травку пряжу и просто потом ее вычесывала липучкой. А здесь я пряжу использовала Alize, сейчас вам скажу. Alize Decafur. Эту пряжу, точнее этот один моток я покупала уже давненько, он у меня один лежит, и в принципе пока я не извяжу, другую травку я пробовать не буду. С одного мотка я уже связала вот 3 ежиков, и еще, я думаю, на 3 ежиков мне еще хватит, потому что он такой объемный моток, и в основном большое количество пряжи не тратится на одну голову, на небольшую голову игрушки. Вот в целом 2 ежика. Потом в паре у меня связались 2 лисички, мальчик и девочка. А здесь я уже свитерочки оформила французскими узелками. После заказа с лягушками мне теперь эти французские узелки, наверное, будут во многих игрушках попадаться. Но очень круто смотрится, так прикольно, свитерочек, да, и такие вот узелочки. Также повторюсь, что шарфики будут вязаться в самом конце, когда у меня уже вся компания свяжется. Вот, использовала пряжу полностью Yarn Jeans. Все схемки, которые будут сегодня в этом видео, будут внизу под видео. Поэтому какие-то игрушки вам понравились, ищите под видео ссылочки. Так, вот 2 лисичек у меня. Потом, по-моему, я уже вам все пока... Арбузик у меня. Из новеньких у меня связался арбузик. Вот. Это игрушки фруктовые зайки. У меня есть на них платный мастер-класс. Там разное количество фруктовых заек. В этом заказе мне надо связать арбузика, вишенку и дыньку. Вот дынька у меня в процессе. Вяжу, и вот осталось. Дыньку я уже вяжу. Осталось чуть-чуть, и все, в принципе. Так что тоже ссылочки на платный мастер-класс я оставлю. Их у меня в мастер-классе 6 наименований, каких можно оформить зайчиков, или 5, по-моему. Ну, как играет ваша фантазия, в принципе, можно оформить любой ягодкой. Просто сама форма зайчика, расцветка головы может быть разная. Вот так вот, 2 фруктовых зайчика. Сюда поберу. Ну, а здесь в целом я повторяться не буду. Я, наверное, в этом видео больше, точнее, в других видео также больше не буду показывать этот заказ. Я довяжу и отправлю, чтобы они не повторялись, потому что я, по-моему, уже 3-й вязовлог показываю этих малышей, что они мне уже сами надоели. Вот. А потом, когда я вязала этих малышей, у меня на самом деле был такой моральный застой от
полухлопковой пряжи. Я так устала от этой пряжи, что у меня уже просто морально, я вот вяжу, но понимаю, что я не хочу вязать, вот просто через силу надо вязать, но вязалась как улитка, просто вот одна ручка в день могла связаться, одно ушко в день могло связаться, но настолько было тяжело, настолько было морально вот это вот все вывязывать, и решила отдохнуть от полухлопка. Это уже, считайте, 2 недели прошло моего вязовлога, вот как раз таки 2 недели, и вязовлог выйдет, сегодня суббота. И, в общем, неделю я практически ничего не вязала, довязывала заказ предыдущий, также ссылочку оставлю на вязовлог, кто не смотрел. Там тоже полухлопок был, и, в общем, я устала от этой пряжи и решила сделать немножко отдых. Пока отдыхала, лазила в Пинтересте, лазила, в общем, по интернету и наткнулась, что у нас в Краснодаре есть тоже полка, твоя полка или своя полка, твоя полка, по-моему, арендовать полочку. Я сделала заявку на полочку. Конечно, я в резерве, потому что там так, я так поняла, быстро туда не попасть, потому что заполненность большая, плюс скоро сентябрь, потом праздники и Новый год впереди, в принципе, осталось совсем мало времени. И вообще, честно говоря, даже не надеюсь, что я дождусь полку, потому что мастеров огромное количество, кто-то и по 2 полки занимает, ну, арендует. Ну, в принципе, пока мне не звонят, я так потихонечку дополняю игрушками для полочки. И сейчас я вам покажу, и как раз таки немного снимала стресс от полухлопка. А первого я связала вот такого гусена. Гусик-обнимусик, да, ну, в виде брелочка. Размер у него 19 сантиметров. Вязала все полностью из пряжи Воланса. Мастер-класс также будет внизу под видео. Все ссылочки на мастер-классы внизу. Такой вот. Лапки только сделала немножко покороче, не как в мастер-классе, но в целом гусик мне понравился, буду вязать еще. Этого гусика у меня забрала младшая дочка, она его не отдает. Но в целом, то, что как готовая работа, я вам ее показываю, то, что она мне связалась. А потом у меня связались 2 брелочка, уточка в шляпке лягушонка. Вот, это мастер-класс Екатерины Карамановой, я помню фамилию, поэтому я говорю. А здесь вставила глазки глиттерный, размер 9 миллиметров. Так вот, знаете, в цвет шапочки очень круто смотрится. Ой. А размер этой игрушечки примерно, сейчас я возьму даже линейку и измерю. У меня получается, ну, 7-8 с глазками, примерно 6,5, ну, в общем, 7 на 7 примерно, 7 на 8. Повесила карабинчик и связала такую же лягушонка, только в розовой шляпке. Вот, также глазки здесь глиттерные, 9 миллиметров. Ну, немножко фиолетовые, но розовеньких у меня не было. Ну, тоже ярко смотрится. Такие вот 2 брелочка у меня связались. Это я вот отдыхала от полухлопка, решила повязать. И потом у меня связалась змейка. Вязала с головы. Ну, в принципе, змейки, куда ни посмотрите, у всех одинаковые. Вяжутся они просто длиной, и все. Ну, здесь голова увязывается, мордочка, и высоту голову вяжешь, и все. Получилось она у меня 81 сантиметр. Кончик я сузила. Вот, стандартная расцветка. Включила в интернете, какие есть расцветки змеек. Ну, выбрала классическую. Я смотрю, их тоже очень часто вяжут. Такие вот именно расцветки, красный с черной, с белым. И решила тоже такую же связать, она будет у меня на полочке. Вот такая вот, в принципе, получилась. Вязала также из толстого плюша Воланса. Такая забавная. Никогда не думала, что я буду вязать их, но почему-то вот переклинила и решила тоже связать ее. Так что вот такая вот у меня змейка. Из готовых игрушек это все, что у меня есть. Выполнила в промежутке еще небольшой заказик. Он был по доставке Авито. На Авито мне написали, попросили связать лягушонка. Предложила несколько вариантов. Выбрали лягушонка по мастер-классу Маруси Прокопенко. Только попросили сделать его в такой волейбольной форме. И номер, чтобы был 19. От себя я уже просто добавила
мячик, ну, оранжевый мячик просто вышила, пришила, предложила заказчику: давайте я вам пришью мячик, будет более так, ну, тоже круто смотреться, уже точно полноценный волейболист. Девушке понравилось, она согласилась. В наличии у меня его нету, я вам вставлю фотографии, как выглядит этот лягушонок. И он уже давно у заказчика. Успела уже получить звездочку 5 на Авито за доставку, за игрушку. Им очень всем понравилось. Это самое главное. И вот лягушонок выглядит стройным. Лягушонок получился у меня размером 25 сантиметров, но эту схемку я изменяла. Точнее, не то, что прям изменяла, я вынуждена была изменить ее в объеме увеличить, потому что по мастер-классу Маруси Прокопенко лягушонок получался очень маленьким, худеньким, поэтому мне пришлось увеличить все в объеме, чтобы игрушка соответствовала, ну, размеру, потому что заказчик хотел, чтобы она была сантиметра 25-27, вот, и поэтому мне пришлось увеличивать. Так в целом мастер-класс Маруси Прокопенко, но кто вяжет галочками и не сильно плотно, то мастер-класс подойдет. А кто вяжет крестиком, полукрестиком и плотно, поэтому нужно увеличивать такие схемки. Ну, любую даже схему, кто делает мастер-классы галочками, а вяжет потом крестиками, нужно всегда увеличивать, потому что игрушка получается очень маленькой. Так, ну в целом 11 минут. Планировала вязовлог этот отснять в течение 20 минут, но что-то у меня пошло не так. Ну, может быть, вечером я что-нибудь еще отсниму, покажу. Хотя я вот вяжу еще одну игрушку, как бы на пробу, так сказать. Не хотела показывать ее в этом блоге. Думала, начну в новом ее уже показывать, потому что это новая история нового блога. Ну, давайте я вам покажу, раз у меня такое маленькое количество времени. Я так быстро разговариваю, что записывается очень мало времени. Так, ладно. Сейчас я вам покажу. Кто тут у нас? И, конечно же, фокус нифига не ловит. Кто тут у нас? Здесь пока лапки не пришиты. Я приколола иголочками. Вот такая вот маленькая чихуахуа. Грудка связана из милка, пришита. Вот. Прислали картинку. Спросили, смогу ли я связать наподобие таких собачек в сумочках. Я ответила, что давайте сначала попробую, свяжу, а потом вы уже решите, заказывать или нет. Ну, в принципе, вот такой вот у меня щеночек получается. Мастер-класс этой собачки есть. Это мастер-класс автора, не помню, также оставлю ссылочку, но я также изменяла тут мастер-класс практически полностью под себя. Сама форма собачки, мордочка, там может быть часть головы, ушки я изменила, туловище я оставила, ножки оставила, шею изменила, хвостик изменила. Ну, в общем, связала как мне нравится, и все. Просто сделала, там получается в мастер-классе голова, а шея вывязывается отдельно, и потом нужно пришить с этой стороны нужно попришивать, когда можно просто вытянуть из головы шею и пришить просто один раз. Но это, я думаю, кто опытные мастера, кто будет вязать, тот может связать и додуматься самостоятельно, что проще сделать так, чем вывязывать, пришивать потом несколько раз. И когда вот так вот более аккуратно получается, когда здесь вот наверху не пришито. Вот. Глазки я вставляла, носик у меня маленький, 9 на 7 миллиметров, бантик. И здесь тоже также в мастер-классе вяжется отдельно, но в дальнейшем можно также вывязывать и сразу же мордочку с лобиком. Так что вот так вот получается. И к этой собачке мне нужно связать еще сумочку. Вот сумочка у меня проблематична. Мастер-класс я не стала никакой искать, решила вязать сама. Я начала уже, будет такая розовенькая дно. И вывязываю светлой пряжей розовой. Вот так вот получается у меня. Сначала вязала обычными столбиками, потом решила, что это слишком долго, потом решила вязать полустолбиками. И полустолбиками у меня получается
Ну, тоже вроде симпатично смотрится. Вот. Я уже сначала связала вот такое высокое количество. Мне не понравилось, как она пошла вверх. В общем, давай перевязывать, давай распускать все и заново вот вяжу по-другому уже. В общем, немножко нужно с ней потрудиться, помучиться. А так в целом сумочка вяжется несложно и недолго. А дно я вязала по схеме овала до 5 прибавок. Ну и 20 воздушных петель вперед. И вот эту серединку, где у нас в основном дырочки проявляются, я просто провязала соединительными столбиками. То есть как можно закрывать дырочки, которые у нас, например, да, проявляются. Вот. Так, если растягивать, то видите, все чистенько. Никакой дырочки нет. В общем, буду продолжать вязать. И вот по этому поводу, если я свяжу, то я обязательно подключусь вечером и покажу, что у меня получилось. А если нет, то вязовлог будет совсем маленький, 15 минут. Все, ладненько. Пойду дальше вязать. До связи. Девочки, добрый вечер. Уже поздняя ночь. Хочу сразу же показать готовый результат и загрузить его в этот видео, в этот вязовлог. Мне осталось здесь пришить липучку. И все, игрушка готова. Пришила здесь бирочку Handmade, как бы для красоты и для того, чтобы закрыть, когда смена нити идет. Вот. А сумочка у меня связана. Ой, в общем, ручки набитые наполнителем холофайбером. В принципе, такая вот простая, из 2 цветов состоит. И сама собачка. Вот так вот она выглядит. Сама стоит. Ручки, лапки, голова не крутится. Здесь все пришивное. Много деталек пришивных, но в целом игрушка стоит того, чтобы связать и собрать такой комплект вместе с сумочкой. Вот. Так что все, готовые работы у меня сделаны. И к этому заказу, к этой собачке мне нужно связать еще 2. То есть в заказ пойдет 3 штучки. Но этих собачек вы уже увидите в новом вязовлоге. А сейчас такой маленький анонс на следующий вязовлог. Вот. Заказчице все понравилось. И вяжем, продолжаем вязать дальше. Сейчас с одной рукой неудобно. Ну, в принципе, все. Собачка готова. Так что, если вам понравился мой вязовлог, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до следующего вязовлога. Пока-пока.